Символ снова здесь. Что это значит? Ты настраиваешь, мы формируем. Итан, нерешительный. Погоди-ка, ты коп? Чертила волосатый рогатый. Они что, написали на скамейку? Говно. То есть ты говоришь, что это прям ритуальное место? Да, должно быть, они проводили тут всякие ритуалы. Звучит весело, пока не понимаешь, что не можешь найти дорогу домой. Ты же сосал пиво, ты высосал 2 бутылки. А что если там что-то еще? Какая-то скрытая сила, похороненная под холмами. Вход в пещеру? Я бы не советовал идти туда, Итан. Думаешь, то, что расследовали федералы, может быть здесь? Просто будь осторожен. Вход в пещеру заходить на свой страх и риск. Чё-то пищит. Тихо, я все еще ползу. Чтоб меня никто не спалил. Так, и что? Доски снять можно? Вот он, топорик родной, пригодился. Вроде бы я ничего не пропустила. Так, проход. 2 прохода. Направо, налево, налево, направо. А, это может быть соединение. Ну, типа, неважно, куда пойдешь, все равно придешь туда же. Или я пришла в какое-то новое место, опять следы вот эти. Что за фигня? Роб, я нашел пещеру здесь. Я видел глаза в темноте, и было какое-то движение. Глаза в темноте? Да ладно. Я не схожу с ума, понял? Я этого не говорил. Просто будь осторожен, ладно? Я просто даже не знаю, куда шла, просто куда-то зашла. Это чё, чертов тотем? Что? Сделан из тонких палок, скреплен парой веревок, в центре череп. Похоже на змею, судя по зубам. Змеиный культ? Это дерьмо начинает становиться сраным безумием. Никогда бы не догадалась, что это змея. Специфично выглядит череп, если честно. Но хотя, если так посмотреть, то в принципе да. Звук пропал или пойти туда? Короче, я не уверена, что мы за один раз все это осмотрим. Как будто бы есть еще ходы, в которые мы не зашли. Во, облагорожено как-то. Это ж... Опять Уроборос? Взаимодействия нет, нажать ничего нельзя, идет какой-то провод. Как будто бы электричество подключается. Грибочки. Ну это да, культ Уробороса получается. What goes around, what comes around. Змей шепчет под шумом. Только те, кто слушает, продвинутся вперед. Надеюсь, ты просто не сошел с ума. Я нашел что-то в пещере. Тебе это говорит о чем-нибудь? Часть про шепот. Ну, может быть. Здесь помехи. Почти как будто сигнал отключен как-то. Дай знать, если поймешь, что это значит. Картинка очень странно выглядит. Вот что бы это значило? Череп змеи. Ну, я говорю, не догадалась бы.
Ты что-нибудь выяснил насчет символа? Не особо. У меня есть идея. Радио ведь раньше ловило всякую дичь, верно? Только те, кто слушает, продвинутся вперед. Это написано в записке. Только те, кто слушает, продвинутся вперед. Короче, Непон. Непон. Выглядит примерно так же, как то, что было у Харви в багажнике. Ты уже настроил радио? Нет. Ну попробуй посмотри, услышишь ли что-нибудь? Я хочу знать. У пропавшего рейнджера в багажнике, значит, это было. Да, для чего это, черт возьми? Да я не знаю, для какой-то электроники реально. Это полноценное ритуальное место. Здесь кости, свечи, все. Я не могу в это поверить. Говно. То есть ты говоришь, что это прям ритуальное место? Да, должно быть, они проводили тут всякие ритуалы. И некоторые из этих свечей горят. Ты думаешь, здесь кто-то недавно был? Может быть. Почему культ змеи это как-то звучит максимально странно? Какие-то опоры? Нашел что-то у водной заводи. Компас и выглядит классически. Хотя, подожди, стрелка крутится. Это ненормально, верно? Нет, конечно, словно эта штука в каком-то поле или что-то вроде того. Будто с ней что-то говорит. Где она? Прямо у воды на камне. Начинаю беспокоиться. Кто знает, что там нашли федералы? Оставь его. Такая реакция, возможно, не случайна. Да, и он в хорошем состоянии. Я проверю, есть ли имя или пометка. Ой. Эллиот. Роб, вот дерьмо, это компас Эллиота. Ты уверен? Его имя на обратной стороне. Надпись выцвела, но она есть. Какого черта? Как это вообще могло оказаться внизу? Я не знаю, никакого прохода, ничего, что он мог бы использовать. Там металлическая дверь, но на ней старая цепь. Не может быть, территория огорожена, если только он не упал. Думаешь, кто-то подбросил компас? Может быть, но почему здесь? Почему не оставить его на виду? В любом случае, это меняет дело. Это наша первая улика. По крайней мере, что-то осязаемое. Да, след остыл не совсем. А это еще что? И что мне с этим делать? Какая-то музыка пошла прикольно. Так, а я тут сделала перерыв попить чаек. Купила, короче, пачку, заказала 200, то ли 250 грамм. Короче, такая достаточно большая пачка зеленого чая с жасмином. Там прям реально бутоны жасмина и такой достаточно крупный зеленый лист. Я ее завариваю тоже в пакетиках. То есть у меня есть одноразовые пакетики, куда я насыпаю ложку чая, завязываю пакет и завариваю где-то 2 раза в среднем. Там написано на пачке, можно до 3 раз заваривать. И это реально вкусная тема. Это очень сильно по вкусу отличается от магазинного чая в пакетиках. И мы с тобой разрубили вот этот вот проход, но не прошли в него почему-то. Да, до того, как пить чай, я некоторое время не могла понять, что нам делать, а потом я такая... как бы, ну, мы же не прошли вот сюда. Вот этот мужик выглядит как-то слишком грозно. Он с таким вот лицом. Что у него такое? Роб, я нашел здесь кое-что, какую-то надпись. Что там написано? Ведомой воле Урабороса. И имя. Надзиратель. Виктор Торн. Тьфу, Виктор Торн.
Ни о чем не говорит. Насколько я знаю, нет. Похоже, он был не просто каким-то верующим, он был тем, кто этим руководил. Ага, ну по крайней мере теперь у нас есть имя. Но давай вспомним то, что военные все это запечатали. То есть правительственная какая-то организация. Нога торчит. Книга, и как будто бы из книги то ли пламя выходит, то ли чё. А второй руки нет. А, вот она упала. И чё у него там? Крылышки со змеей? Тип символ медицины или что? Хотя при чем тут медицина? И все, ничего сделать нельзя? Как так? Мне же надо пройти дальше. Я прочесала всю пещеру и идти больше некуда. А если я радио включу? Ну, как бы нет, здесь ничего такого нет. Так, похоже на то, что я туплю, собственно, как обычно, в этом нет ничего нового. Мы получили компас. Мне пришлось подсмотреть прохождение, потому что я что-то не поняла, что еще можно в пещере сделать. Там единственная дверь за железным засовом, она закрыта. Оказывается, надо идти, так как мы получили компас, и вставить его туда, в статую. Ну, в камень, в котором вырезано что-то похожее на мешочек, как я сказала. Я не знаю, сколько бы я бы это понимала. Но, в общем, решила подсмотреть. И знаешь, что оказалось? Оказалось то, что мы только где-то на середине игры. А я думала то, что длительность этой серии и первой серии будет одинаковая. Оказывается, у нас первая серия поменьше, а будет, а вторая, скажем, гораздо больше. Положить компас. Да, ну я даю, конечно. Чего? Что это такое? Кто ты? Символ снова здесь. Что это значит? Я пытаюсь убежать, но я не могу. Он должен меня поймать, что ли? Он, видимо, должен был меня поймать, а я пыталась бежать. А, он не должен был меня поймать, хорошо. Ворота закрыты. А если вспомнить об универсальном средстве в этой игре? Просто я не знаю, что еще можно использовать. На меня идет. Может, другая частота нужна? Где север, юг, эхо, пляж. Твою ж мать, что только что произошло? Эй, ты меня слышишь? Я бы очень оценил твою помощь. То, что я видел, просто чертовщина какая-то. Ты шутишь, что ли? Только не говори, что батарея села. Черт возьми эти штуки. Где мне теперь зарядить? Новая цель — зарядить рацию и... Чудесным образом тайные ворота открылись. Что делает такая металлическая дверь посреди леса? Я тебя спрашивала об этом, кстати, какое-то время назад. Ты мне ничего не сказал. А за ней забор какой-то? Может, его болторезом покусать? Порезать кусачки, да-да-да. Во! Быстро работает профессионал. И куда? Вниз, наверное. Кстати, здесь даже новые цветы появляются. Прикольно. Не, я офигела, когда сейчас мне пришлось подсмотреть, а оказалось, что это середина игры. Середина, понимаешь?
А что-то, получается, я обрезала первую серию, ну, то есть закончила ее рановато. Но уже ничего не сделать. О, я же не знала проложить доски. Ты представляешь, главный герой все это время таскал огромные 50-килограммовые доски просто у себя в кармане. Все это время он мучился, все ради нас. Читать, это мы уже с тобой читали. Тут рассказывается о природе в этом парке. Гранитный ридж, хребет, ридж хребет, лагерь Блэквуд. Гранитный ридж. Как бы откуда мы пришли? Здесь дерево повалено. Может, какие-то следы есть или какие-то улики? Не, пойдем. Вот какая тропа доступна, туда и пойдем. Смотровая Сентинел. Ну и там мы еще точно не были. Или были? Смотровая, если это та вышка. Может быть, мы сейчас идем в то место, в котором мы уже были? Да, точно, вышка. Тогда я спущусь еще раз вниз и на указателе посмотрю, стоит ли нам еще внизу что-то прошарить. Я вернулась на то место, где мы разрезали сетку. Вот, мы с тобой шли вот туда. И там дороги ведут в те места, где мы уже были. А вот если пойти направо, тут какой-то олень. Может, тут какой-то проход есть? Просто тебе говорю, левая дорога ведет на те места, в которых мы уже шарились. Он что, убежал? Какой-то был олень, убежал. Ну конечно. То есть мы сделали срез, когда мы положили две эти доски на переход переход у реки. Мы себе сделали срез на предыдущей локации. Но вот это явно что-то новенькое. И, кстати, ламповая картинка. О, большой водопад. Переход Блэквуд Кэмп. Лагерь Блэквуд. Кирпич. Почему вернуть на место? О, вот это красиво. Добро пожаловать, нам пишет табличка. Harvest Fest. Короче, фестиваль урожая. Harvest это как глагол, это будет собирать. А так это типа что-то связанное с урожаем. Офис. Ну что за ламповая рисовка в этой игре? Я чё, на картах что ли хожу? Да нет. Открыть. Правда? Это должно быть шутка. Кто это сделал? Здравствуйте. Правила и напоминания в лагере Блэквуд. Тихий час, короче, дрова приобрести в офисе, используйте спецместа для костров. Уважайте лес, он будет уважать вас. Ну, если только лес это не медведь. Медведь тебя вряд ли будет уважать. Это какие расценки? Та же самая, кстати, фотка, мы ее уже где-то видели. Открыть. Опять сиги какие-то, аптечки. Взять спички. О, я даже знаю, где это применить. Теперь становится понятно, зачем нужен этот срез, который идет через реку. Чтобы попасть на старые локации. На те места, в которых мы были изначально. Кто-то лежит, купается. Ну, в смысле, лежит, загорает около реки. Подписи никакой нет. Коснуться можно, толку нет.
Ну и в принципе все. Лопату ты хочешь взять? А давай обратимся к инвентарю. Вообще посмотрим, что у нас. Большие кусачки, которые, кстати, все еще у нас. Теперь у нас есть спички. Это я знаю, где использовать. Фигурка оленя, лента. Лента, кстати, скотч. Весло все еще есть. Ключ от ворот, четвертак. Ключи хижины. Деревянные доски у нас еще есть в инвентаре. Может быть, мы еще какой-то срез будем открывать? Ну-ка, что за маленький домик? Еще один домик, еще один домик и еще большой домик. Интересно, я во все могу зайти? Конечно, нет. Еще одна лента. Две изоленты, но они не по канону синие, они просто желтые. Канон — это синие. Для починки всего что угодно на свете. Blackwood Camp Cabin. Эллиот Лэйр. Search Party. Короче, это пати, которая ищет Эллиота Лэйра. И это база их операций. Волонтеры заходят сюда. Что требуется? Ключ от домика поискового отряда. Ага, может какая-то инфа тут будет. Ну, как детектив я должна была залезть везде. Ничего себе костер. Crime scene do not cross. Место преступления не заходить. Где все? А я могу за место преступления зайти? Конечно, да. Ну да, хорошо. Давай сначала разберемся на улице, и потом будем заходить в большой дом. Место преступления. Их вещи все еще здесь. Разжечь огонь, пожарить палочкой с зефиром. Нужно взять палочку. Но это что-то чисто американское. Нам, конечно, русским не понять. Перестать жарить. Нет, поесть. Скауты провели здесь вечер незадолго до исчезновения Эллиота. Они что, написали на скамейку? Они жарили зефир и пели песни, прежде чем лечь спать. Лента. Почему так много скотча дают? Что-то мы с тобой чинить будем. Палатка Люка. Люкс тент. Кто такой Люк? Палатка Эллиота. Вот так, дружище. Еще одни спички. Ага, и все. Как это здесь оказалось? У палатки Эллиота нарисован Уроборос. Я не понимаю, как он отличает, где чья палатка. Закрыто ей никак не войти, да? Хорошо, переходим тогда к большому зданию. Пили Лодж Блэквуд Кэмп. Кто-то попкорна покушал. Все еще пахнет жженым сахаром. О, хорошо, что открыто. Ладно, народ, должен сказать, порой самые странные вещи происходят в самых обычных местах. Но это подводит меня к следующей части передачи. Странные вещи, в которые верят люди. Сегодня вечером мы говорим о лучших теориях заговора. Но я знаю, что некоторые из вас там кивают, будто в точности понимают, о чем я говорю. Некоторые думают, что Эшвуд Крик находится на магнитной аномалии. Но, знаете, одно из странных мест, где компасы сходят с ума, а радио начинает барахлить. Звучит весело, пока не понимаешь, что не можешь найти дорогу домой.
А другие говорят, что это нечто куда более зловещее. Они рассказывают о тенях в лесу. Или даже об огнях, танцующих в небе поздно ночью. Ну эй, все мы знаем, что это просто рейнджеры балуются своими фонариками после пары лишних стаканов. Но если серьезно, а что если там что-то еще? Какая-то скрытая сила, похороненная под холмами? Но откуда нам это узнать? Мы бы просто продолжали жить своей жизнью, думая, что все в порядке, пока однажды что-то не случится. Ладно, народ, наше время вышло. Помните, как бы мы ни любили подшучивать над странным и необычным, реальный мир может быть не менее тревожным. Держите ухо востро и смотрите в оба, особенно пока малец Эллиот все еще не найден. Каждая мелочь поможет. Так, что здесь происходит? Осмотреть. А тут пусто, нафига мне смотреть? Может, здесь что-то полезное будет? Инструментик? Плоскогубцы. Похоже, что игра построена так, что какие-то предметы невзначай понадобятся тебе в каком-то месте. Если ты не будешь ничего обыскивать, то ты потом, ну, видимо, будешь вынужден смотреть прохождение, чтобы понять, где ты профукал предмет, который нужен дальше. Журнал посещения лагеря расположен на стойке регистрации. Здесь пишут свои отзывы. Я попытаюсь найти здесь какие-то имена, которые мы знаем. Люк Дженкинс, отряд скаутов, рейнджер, что-то там остаются. Ничего такого не вижу, что нам могло бы помочь. Информация о зарядном устройстве для рации, которое мы ищем. Оно доступно всем, кто участвует в поисках Эллиота Лейера, домик номер 3. За топ-инфой к Фреду Киркли, смотрителю территории. То есть, когда мы зайдем к рейнджерам, то тогда мы там зарядим рацию. Осмотреть. Дети фотаются. Так, ну то есть мы здесь должны ключ найти? Еда наполовину съедена. Должно быть, они в спешке ушли. А почему? Все еще полный стакан. Не задержался, чтобы налить еще. Давай встретимся после ужина. Я был в этом лагере столько раз. Но в этот раз здесь что-то не то. Пока никому не говори. Люк. Это, получается, рейнджеры что-то заподозрили? Что был за звук, черт возьми? А что был за звук? Я вот не слышала. Как будто бы что-то упало или как? Может, тут? Какого черта? Что-то с электричеством? Найдите причину отключения электроэнергии. Нам к щитку, что ли? Тут же был щиточек. Вот, это он? Это он? Не, нифига. Нифига так не работает. Отключение. Кочерга взять. Разжечь огонь спички. Ну, мне это поможет чем-то? Может, надо выйти на улицу? Причину отключения электроэнергии. Начнем с того, откуда у вас здесь подается электроэнергия вообще. Ну тогда ясно. Какого черта? Кабель перерезали. Починить провод, плоскогубцы и лента. Кто здесь? Полегче, ты вооружен? Еще как! Убирайся отсюда, гнусный воришка! Я офицер Коллинз, полиция Эшвуд-Крика. Погоди-ка, ты коп? Извини, мистер. Меня зовут Фред, я здесь работаю. Администратор или смотритель, называй как хочешь. Спал сзади, когда электричество рубануло. Подумал, надо проверить, что происходит. Вы тоже ищете мальчика, как ребята из поисковой группы? Понимаю, ты из тех, кто потише. На улице холодно, почему бы нам не присесть внутри? Я сделаю нам чаю. Ты выглядишь так, будто бы у тебя была тяжелая ночь.
Какие здесь быстрые разговоры, но электричество при помощи желтой изоленты мы починили. Внутрь войти это прямо вот сюда, он же здесь своим смотрительством занимается. А, ну конечно. Чё расскажешь, мужик? Подождать чай поговорить. Вот твой чай, надеюсь, ты любишь крепкий. Так что привело вас сюда так поздно? Что-то связанное с мальчиком, да? Да, что-то вроде того. А ты как? Почему ты все еще здесь? Но кто-то же должен следить за светом, да? К тому же это место само по себе не работает. Особенно, когда поисковая группа постоянно приходит и уходит, им нужен здесь человек, на которого можно положиться. А могу я задать вам пару вопросов, мистер Киркли? Назови меня Фредом. И спрашивай что угодно. Давай все вопросы спросим. 3 дня назад был поход скаутов, там, где пропал мальчик. О, да, ужасно. Ты что-нибудь знаешь об этом? Ну, лагерь существует вечность. Дети разбивали палатки и учились связать узлы еще до того, как я сюда переехал. Я слышал, что Люк Дженкинс, лидер скаутов, входит в поисковую группу. Все верно, он хороший парень. Люк очень преданный, дети его любят. Он такой человек, который ничего не упускает, понимаешь? Он когда-нибудь встречался с Харви Уотерсом? О, конечно. Рейнджеры и скауты постоянно пересекаются. Это же логично, да? Рейнджеры присматривают за парком, а скауты постоянно ходят в походы, разбивают лагеря, исследуют окрестности. Харви был достаточно дружелюбен с ними. Что это значит? Ну, знаешь, базовые вещи. Безопасность на тропах, обучение детей, как отличить ядовитый плющ от обычных кустов. Такие вот вещи. Не был так близок с ними, как Люк, но я помню, как видел его и Эллиота, разговаривающих несколько раз. Но Эллиот, казалось, любил его, почти равнялся на него. Почему такой мальчик, как Эллиот, равнялся бы на Харви? Ну, Харви знает эти леса лучше всех. Дети считают, что это круто. Знать тропы, как свои 5 пальцев. Но разве это не странно, офицер? Что? Эллиот исчезает, а вскоре после этого и Харви пропадает. Скажи мне, это что, совпадение? Странно, получается, то есть мальчик как бы... ну, в общем, мы поняли. Получается, что мальчик как бы хотел подражать тому чуваку второму, который пропал. А что насчет поисковой группы? Ты сказал, что только что были здесь они. Ты сказал, что они только что были здесь. Ну, они часто приходят и уходят, в основном по ночам, выглядят напряженными. Я их не виню, учитывая, что мальчик все еще пропал. Но Люк, лидер скаутов, он ведет себя неправильно, скажу я тебе. Ходил зад-вперед, бормотал. Я видел, как он перекинулся парой слов с Харви вчера. Но это выглядело совсем странно. Он что-нибудь говорил тебе? Нет, не мне. Потом группа быстро ушла, с тех пор я их не видел. Ты тут давно работаешь, да? Должно быть, хорошо знаешь парк. О, да, вот уже почти 30 лет. Но некоторые говорят, что у парка странная история. Знаешь, маленький городок, много сплетен, мало доказательств. О каких сплетнях речь? О, обычное дело. Люди утверждают, что видели огни в лесу, слышали голоса. Ходят даже разговоры о старом культе из 70-х. Ура что-то там. Ураборос? Да, точно. Жуткие вещи, но, наверное, просто истории, чтобы пугать детей. Спасибо, что ответил на вопросы, Фред. О, абсолютно. Если снова отправишься туда, будь осторожен. Ночью леса могут подшучивать над тобой. Спасибо за чай, буду иметь в виду. Чего у него ноги такие тонкие? Это такая рисовка интересная. Он мне дал ключ от скаутов, где я могу зарядить рацию. Закрыто. Погоди. Он мне не дал, что ли, ключ? Он, получается, его положил, что ли, куда-то? Это подстава, я считаю. Да, конечно, он просто его положил.
Был такой звук ключа, вот этот вот, как бы ключи звенят. И я подумала, что, ну, значит, они легли мне в инвентарь, точно, 100%. Оказалось, так это не работает. Напоминаю, заряжать рацию. Что такое? Что такое, что такое, что такое? Осмотреть. Журнал какой-то. Эллиот. Читать, короче, операция поиск Эллиота. Ты. Во время подъема по тропе Мисси в 200 метрах к западу от старого хранилища припасов заметил свежие следы. Кто-то заметил какие-то следы. Здесь нет сигнала. Они прикрывали 4-й сектор сегодня ночью, потом пошли в лагерь. А потом куда? Рация. Ага, зарядить рацию. База — это Картер. Обнаружен в секторе УХ нет. Надвигается туман. Видимость дерьмо. Все должны оставаться в парах. Мне не нужна еще одна чертова поисковая группа для поисковой группы. У нас, кажется, есть небольшие следы выше карьера. Может, это он? Может, он вернулся назад? Я проверю нижнюю тропу 1, на всякий случай. Я знаю протокол, Картер. Я оставлю линию открытой. Здесь ничего нет. Кто-нибудь нашел что-нибудь возле озера? Пик Сентинел зачищен. Стой, ты это слышал? Прекратите болтовню, если это не по делу. С Эллиотом. Я знаю. Не доверяй тишине после своего имени. Ит-ан. Что? Это Итан. Роберт, прием. Конец связи. Я повторяю, это Итан. Ну, не конец связи, а типа прием, наверное. Господи, ты пропал на несколько часов. Я уже готов был послать чертов вертолет. Рация сдохла у каменного круга. Где ты сейчас? Лагерь Блэквуд. Ты присоединился к поисковой группе? Нет, они ушли. Ушли? Они, должно быть, пошли по следу, их здесь нет. Черт, что еще случилось? Полночь 10 минут спустя. Боже, Итан, ты мне говоришь, что сражался с чудовищем или еще с чем-то, с помощью радио. Да я знаю, как это звучит. Нет, ты не понимаешь, похоже, ты снова съезжаешь с катушек. Я не пью, не на службе, и больше никогда, вот врешь. Правда? Ты же сосал пиво, ты высосал 2 бутылки. Ну, всего одно пиво на пикнике. Да, я так и понял. Неважно, это та же закономерность, мужик. Ты отключаешься, исчезаешь. Ты гоняешься за тем, чего нет. А потом ты возвращаешься в хлам, все та же хрень. Это было много лет назад, и ты обещал больше не вспоминать. Да уж, да, может, и стоило. Ты думаешь, я все это выдумал? Что я просто отключился и все это придумал? Ты, должно быть, шутишь, черт возьми. Это просто закономерность. Ты говорил о голосах и прочей херне, звучало как полный бред сумасшедшего. А ты мне не верил, прямо как сейчас. Я верил, что произошло что-то, но ты был просто разваленный мужик. Я не хотел подливать масло в огонь. Что это значит? Ну, сам понимаешь, люди пропадали, федералы тут шастали. Ты знал, что делают федералы. Я я знал не все, просто достаточно. Но теперь ты тоже знаешь. Мне уже насрать. А тебе следует, потому что у нас может быть связь с Эллиотом. Ладно. Итак, как бы ты оценил это дело? А поисковая группа что-то нашла, за этим стоит Харви, чего-то не хватает. Я не знаю, ничего не сходится. Я не вижу всей картины. Да, чего-то явно не хватает. Я должен продолжить поиски. Но черт, где?
Роб? Итан, ты это видишь? Что? Прекрати играть со мной, Роберт. Заткнись и скажи, ты тоже это видишь? Да, Вижу что? Выйди на улицу. О! Это как? Какого хрена? Я это вижу. Значит, в небе огромный луч света, да? И не только я это вижу. Ты видишь это прямо со станции? Оно осветило весь город. Это сразу за лагерем, похоже, туманная тропа. Они упоминали это в отчете, верно? То, что палатки. Гражданские упомянули свет. Место признано нестабильным. Теперь ты мне веришь? Здесь происходит какая-то реальная сраная херня. Я даже уже не знаю, но в небе есть луч света. Так что можно с уверенностью сказать, что это тебе не кажется. Доберитесь до света. Вот это жутко странно. И как мне добраться до света? Просто пилить в ту сторону? Я думаю, дедушку надо не беспокоить, а то вдруг у него еще со здоровьем случится. Пускай он там сидит. О, кстати, мы урожай не посмотрели. Пампкины уже, короче, да, протухли. Или не дозрели еще. Вон, пампкины выросли. А мне ничего не надо здесь взять? Кто-то сбежал, не доделав резьбу. Я думала, еще один какой-то предмет, который потом пригодится. Пампкин Пэтч и тропа Мисти. Знаешь что, хватит сидеть сложа руки. Я не знаю, что тут происходит, но эта штука, она же неестественна. И что теперь? Я сделаю несколько звонков, соберу кого могу. А потом я сам поеду в парк. Ты уверен? Да. Наш напарник наконец-то решил взять руки в ноги и пойти вслед за нами. Ну и правильно. Не, на самом деле у меня что-то идеи нет, что это может быть. Послание в космос, пора одевать шапочки из фольги. Или что это вообще? Так, я шла вроде бы по хорошей тропинке и дошла до тупика. То есть тут я никак не могу забраться. Что-то я где-то не так сделала. Хотя шла вот по этим штучкам. Вот оно что. Какую-то калитку пропустили. Черт, мне кажется, это опасно, но так как наш главный герой, он офицер полиции, то абсолютно понятно, что как бы, кто еще должен идти на все эти сигналы, на все эти происшествия. Конечно же, офицер. Это? Странные камни. Смотри, аномалия какая-то. Если я пройду... Я нашел какую-то штуку здесь. Что это значит? Какое-то возмущение в воздухе. Оно не дает мне пройти. Так поздно. Ваш номер телефона мне дал? Нет, сэр, это настоящий ЧС. В небе световой луч. Да, я знаю, как это звучит. Нет, я уверен, что ФБР скоро займется этим делом, но мне нужны вспомогательные подразделения сейчас. Сэр? Сэр? Черт, Итан. Так ты что, идешь к этому чертовому свету? Я иду, но эта штука мешает. Нужно найти способ пройти мимо. Реально аномалия. Короче говоря, я прошла через реку. То есть перебралась по камням, перепрыгнула на другую сторону реки. И здесь увидела какой-то свет. Закрыто, конечно же.
Я нашел вход в пещеру, металлические ворота, заперто. Наверное, это та пещера у водопада, она давно заперта. Что там произошло? На самом деле я не уверен, думаю, что здесь просто опасно. Ты ведь знаешь, какие здесь пещеры, верно? Поверь мне, после сегодняшнего дня я знаю. Ну, я пришла на огонек. То есть там аномалия мешает, и нужно каким-то образом пройти, я даже не знаю каким. Интересно то, что я не вижу никаких обходных путей, каких-либо путей, как можно было бы перепрыгнуть реку или забраться на ту сторону. И, как бы, может быть, в игре Radio Light использовать радио? Ну, я не знаю уже, как бы, чего можно сделать. Вот мы тут стоим и, типа, просто тыкаем радио. Ой. Фига по ушам долбит. Ну вот, например, самый жесткий звук — это минус уши, конечно. Увеличить частоту, уменьшить, выключить. И ничего не произойдет? То есть, как-то же мы должны бороться с этим. 108. Видишь, оно как бы усиливается. Вот 0. Усиливается, усиливается. Ой, вот это максимум. Скаут, хороший скаут. Скоро узнаешь, скаут. Это был Рот. Это прямо впереди. Тебе понравится? Ты уверен, что нам разрешено? Ни знаков, ни ворот. Только камень и время. Ладно, просто что-то не так. В этом смысл? Увидишь, такие места остаются с тобой надолго. Пропавший мальчик и пропавший мужик, которого мы ищем. Я только что что-то видел. Я настроился на частоту, и там были люди. Мальчик и мужчина постарше. Прямо передо мной. Опиши их. Один — это Эллиот, я в этом уверен. Они куда-то направлялись, но, похоже, уже шли из леса. Парень упомянул, что покажет Эллиоту что-то крутое. Господи. И это была не запись. Они были прямо здесь, я мог их слышать. Ты думаешь, ты видел какое-то воспоминание или что-то другое измерение? Да, другое время. Я видел, как будто Люка и Эллиота. Правда? Может быть, ты был прав, подозревая Люка. Но он же помогал с поисками, он сообщил о его пропаже. Слышу собаку. Они как будто шли обратно в этот лагерь. Так, ну, мне кажется, нам чесать вот так вперед надо. Потому что там водопады по правую сторону, по левую сторону горы. Все равно чешем в нужном направлении. Ну, непонятно, зачем скауту пацан? Для ритуалов каких-то? Ну, я пока до конца не поняла, кто этот мужик. Но мужик, похоже, да, это именно тот скаут, с которым пацан общался. Там можно было через реку перейти. Но луч-то прямо здесь. То есть луч-то не через реку находится, но прямо вот в этом районе. Может, все-таки к нему сначала подберемся? Может быть, через реку надо будет идти на обратном пути? Звучит как логика. А если сейчас просто вот пока я иду, буду крутить? Тырыдын, тырыдын. Что? Роберт, я у луча света. Тут внизу люди в мантиях. Стоят в очереди к свету. Прием. Конечно. Это что? Это вознесение к этим, к инопришеленцам? Здрасте.
Чё, как, возноситься будем? Hello? Алло? Elliot? Эллиот? Mr. Jenkins? Эй, мистер Is that Дженкинс, you? это вы? I'm here. It's okay. Я здесь, все в порядке. Ты должен мне помочь, я думаю... Я думаю, это случится снова. What is? Что это? Где ты? I don't want to. I Я don't не want хочу, to. не хочу! I think he's returning. Думаю, он возвращается, я... Hurry. Быстрее, ты должен помочь мне, пока он не подключил меня обратно. Hey! Эй! Это максимально странно и уже попахивает какими-то инопришеленцами. А как убежать? Может, туда зайти? Или просто обойти? Нет, тут тоже завален выход. Может, радио опять юзать? Ну, как в любой непонятной ситуации, юзай радио. Тихо, тихо, тихо. Сейчас усиливается. Мне кажется, надо посидеть какое-то время на максимальной вот частоте, синхронизировать частоту. Да, точно. Я ваш новый король. Приказываю остановить все вот это. Слышите меня? Пацана, верните. Тихо. Вот вроде максимум. Вот максимум. Приказываю вам остановиться. У меня есть пистолет. Правда, он дома. Но вы же мне так верите, что я офицер полиции? Я думаю, они не шарят, они мне поверят. Похоже, что вот это максимальная частота. Эхо, пляж. Не трогай. Не надо. Where is Elliot? Где Эллиот? Эхо, пляж. Пляж. Эхо. Свет. Соедини. Не трогай. Не надо. What happens if I do? Что будет, если я прикоснусь? Один видит это, один забывает. Никто не возвращается. Близко. Скоро. Совсем близко. What's Echo? Что такое эхо пляж? Что ты пытаешься сказать? Зови, зови. Эхо пляж. Дом, дом, но ловушка. Ловушка. What the hell do you want from Что, черт возьми, ты хочешь от меня? Якорь. Судно. Сигнал. Ты настраиваешь, мы формируем. Итан, Итан, нерешительный. Это так. Итан. Близко. Оно. Эхо пляж. Далеко. Деревья облысели. Ну-ка еще попробуем. Нет, только не ты снова. Чертила волосатый рогатый. Сейчас я тебя радио уничтожу. А почему ничего не работает? У меня почему-то ни на одной частоте не работает. А, все, он помер, все, он помер. Сначала не работало, а потом заработало. Ой, сатанинские символы какие-то ужасные. Он, кстати, уже быстро передвигается. Это босс-файт? Не подходи, где-то вот тут. Как будто я его оглушаю. Камни пропали. Я не знаю, черт возьми, что ты сделал, но весь город трясло. Свет моргнул. У нас вырубилось электричество секунд на 30, телефон мертв. Add that to the list. Добавим это в список.
Я видел Элиота в луче света. Он кричал о помощи, а потом он просто исчез. Ты что? Мне пришлось отбиваться снова от этого нечто. Не знаю, чувак. Я не знаю, что произошло. Иисус Христос. Ладно, я успел связаться с несколькими ребятами из округа, прежде чем телефон рубануло. Переключаюсь на ручной режим и ухожу прямо сейчас. Вернитесь в Блэквуд. Ну, вот, как по мне, вот весь замес с лучом света был похож именно на инопришеленскую тему. Я спускаюсь в какой-то старый карьер. Пытаюсь найти дорогу обратно. Принято, я сажусь в машину. Сигнал может быть нестабильным. Звони только если что-то срочное, понял? И не задерживайся в карьере слишком долго. Я бы не сказал, что это безопасное место. А тут что-то есть? Капец, как в этом лагере может быть столько всего? И пещеры, и карьер, и, значит, специальные домики для детей, для бойскаутов. Как так-то? Затонуло что-то. Может, фонарик включим? Вообще надо выйти, вернуться обратно к деду. Скажем деду то, что мы все дела сделали, свет уничтожили, и на пришеленцев убили при помощи радио, и все вообще круто. Мне кажется, мы на той же тропе, где я потерялась. Что? Опять, что ли, сигнал надо искать? Кровище или кетчуп? Но не похоже, не похоже. Роб, я вижу кровь на земле. И она не старая. Ты уверен? Да, она разбрызгана по земле. Ведет, думаю, в сторону от тропы. Ладно, не делай поспешных выводов. Это может быть животное, да что угодно. Можешь пойти по следу? Я уже иду. Оставайся на связи, мы в пути. Заодно буду крутить рацию. Ага. Обрывок ткани? Будто специально оставлен. Вижу еще одно пятно. Как бы следы грязи. Что такое? Взять металлический держатель. А что он держит, этот металлический держатель? Следы ведут в кусты. А, черт! Здесь мертвое тело. Это Харви. Нет, нет, ни за что. У него в руке фото. Это Дэвид и он. Господи, эта штука не может ехать быстрее. Итан, Ты уверен, что это он? Это он. Черт возьми, дай подробности. Похоже, его левая нога сломана, как перелом. Следы волочения указывают на то, что он полз. Полз от чего-то. Верно, или от кого-то. Он лежит на спине, голова повернута на бок, одна рука вытянута, тянется к фото. Он что-то знал. Он напал на след. Что бы это ни было, оно его убило. Тогда все, наша единственная зацепка по Элиоту исчезла. Как насчет Люка Дженкинса? Поисковый отряд, вне зон доступа. Кто знает, что с ними случилось, Итан? Да, они могли закончить так же, как Харви. Проискать эту область для того, чтобы найти улики. Рана выглядит странно. Работа сделана на отвали. Explorers, как бы исследователи. Я знаю, что ты где-то
Found a delivery box next Нашел to the коробку body. от доставки рядом с телом. Там какая-то штука внутри. Штука? Yeah, it's some kind Да, of какое-то device. устройство. Ладно, но что она делает рядом с телом Харви? Может, он собирался ее использовать? Ну, посмотри, сможешь ли понять, для чего она. Какое-то было сейчас наведение, вот на письмо или на что там. Читать. Транспортная накладная, это антенная решетка Skyroot, станция Ridge Overlook. Усилитель сигнала, крепежные элементы, памятка по запуску и гарантийный талон. Усилитель сигнала. Может быть, усилитель сигнала, если мы, смотри, при помощи радио отпугиваем этого, значит, оленя с красными глазами, который на нас нападает, то, возможно, с усилителем сигнала мы можем убить инопришеленцев? Не, ну а чё? То есть мужик же что-то знал. И прямо тащил за собой, волочил усилитель сигнала. Ой, какая вышка классная. Смотри, хижина смотрителя. Антенна выпрямить. Что-то не хочет. Значок Харви. I'm in the Ranger Tower. Я в вышке рейнджеров. Как на заброшенной? Мне кажется, что это заброшено. Кто-то пользовался этим. Там внутри вещи. Harvey's left his badge Харви here. оставил здесь свой значок. Правда? Значит, он использует это. Но зачем? Использует это, типа, вышку. Значит, мануал на эту антенну. Бум, директор, рефлектор, сигнал бустер, какой-то там кабель. Очень простой текст. Усилитель сигнала, коаксиальный кабель. Коаксиал, это коаксиальный. Стрела, директор, рефлектор. Монтажный кронштейн. Брекет, это кронштейн? Читать. Я все еще там. Я видел его прошлой зимой, в том же месте. Я знаю, что это был он. What the? Was that Что? someone's voice? Это был чей-то голос? The radio base just turned Базовая on. рация Again, только что включилась. Я что-то ловлю. I think it's a voice. Думаю, это голос, но искаженный. Странно, базовая рация не должна быть активна. I can't make out Я what не they're могу saying. разобрать, что говорят. Проверь антенну. Если она смещена, это может объяснить искажение. Закрепить основание, 2 опорные балки, металлический держатель. Поняли, 2 опорные балки надо. Как... Do you copy? Прием. Это офицер Коллинз, полиция Эшут-Крик. Hello? Radio Алло, check. проверка Radio связи, проверка связи. Так, я предлагаю сначала найти... Думаю, сигнал слишком слабый. Думаю, найти то, что нужно для починки антенны. И уже после этого, когда все эти шумы успокоятся, прочитать дневничок, который там лежит. То есть металлические штуки мы взяли, нужно еще две каких-то прибамбасины, даже не знаю, что это. Ну здесь кроме домика ничего нет. У него же ничего нет? Leg's broken. Нога сломана. Внизу тропинка. Блин, может быть, мы не взяли что-то? Закрыть. Может, тут? Да, точно, опорная балка. Она лежит прямо на столе. Починим антенну, и потом уже, когда потише будет обстановка, надо почитать будет.
Закрепить основание. Усилитель сигнала поставили, который был у него в коробке. Алло? Алло? Меня кто-нибудь слышит? А, так я ж слышу. Hey, do you copy? Эй, вы меня слышите? Это офицер Коллинз, департамент полиции Эшвуд Крик. О, слава богу! Я думал, никто не ответит. What's your location? Твое расположение. Я не знаю. Я у этих странных камней, а они выглядят просто неправильно. Это такая чертовщина, чувак. Everything's going to be okay. Все будет в порядке, There's more подмога officers уже on в the пути. way. Are you here alone? Ты там один? Я был здесь с друзьями. Мы просто дурачились, разбили лагерь у столиков для пикника возле центра для посетителей, знаешь? Потом Лиза и Тайлер убежали к лодочному домику, я пошел за ними, но я заблудился. И я помню воду, много воды и свет. Can you tell me your name? Ты можешь назвать свое имя? Дэвид. David. Дэвид? Have you been injured? Ты ранен? Слушайте, мы больше так не будем, обещаю, мистер. There's a missing kid. This Здесь is пропал important, ребенок, okay? это важно, понятно? Что? Пропавший ребенок? How do you not... Как ты There's a можешь... search operation Тут for a поисковая 14-year-old операция по boy. розыску 14-летнего мальчика. everything's Слушай, going to be okay. все будет в порядке, There's more подмога officers уже on в the пути. О, слава богу, меня зовут... Дэвид. So you said, David. Nice Так to ты meet уже you. это говорил, Дэвид, приятно познакомиться. Я ничего не говорил. Они вызвали на нас полицию, вы здесь, чтобы меня арестовать? Клянусь, мы просто хотели лагерь разбить. Харв меня убьет. You mean Harvey? Ты имеешь в виду Харви, рейнджера? Нет, мой брат Харви. Он будет в такой ярости. Дерьмо, какая же жопа! Алло? Алло? А меня слышит кто-нибудь? Мне нужна помощь. Помогите. Включить простой текст. Дэвид Уотерс, Лиза Коуэлл, Тайлер Дон Уэллс. Вознаграждение, много долларов за информацию, которая приведет к обнаружению. Дэвид Уотерс, 17 лет. Это Дэвидом представился только что чувак из расы. Примечание: на болотах найден ботинок марки Deluxe Stars. Это мы находили эту улику. Лиза Коуэлл, 18 лет. Тайлер Дин Уэллс, 16 лет. Трое местных подростков не вернулись домой после выходных в национальном парке Эшвуд Крик. Последний раз их видели на месте для пикника у гранитной тропы, предположительно вечером 14 июля. Миссис Эллен Коуэлл, родители Стивен и Мэри Уотерс, брат Харви Уотерс, а также родители Джордж и Лиза Уэллс предлагают вознаграждение за любую инфу, которая приведет к их обнаружению. Информационная линия такая-то. Читаем теперь дневник. Черт. Так еще хуже. Прошло уже 10 лет. Клянусь, я иногда слышу тебя. Болото не новость. Снова вымыла ботинки. Опять проверил западный хребет. Мертвая тишина. Радио на вышке ловит повторяющиеся помехи. Короткие всплески с полуночи до часу 15. Может, это не помехи? Слышны какие-то закономерности. Тест-04 усилил линию вышки автомобильным аккумулятором. 3.17 слабый сигнал, звук воспроизводится задом наперед. Похоже на музыку или речь. Повторно поймать не удалось. Тест 5 соединил линию через медный провод и усилил от распредкоробки. Ничего. Клянусь, я только что уловил его голос. Он звал на помощь. Повторял это снова и снова. Частота была как раз 122,3 АМ. Нужно найти способ повторить. Снова видел свет на хребте над ущельем. Слишком ровный для фонаря. Слишком медленный для сигнальной ракеты. Новый усилитель привезут завтра. Буду крепить прямо к башне. Нужна мощь и высота. Он снова ответит. Я это чувствую. Сегодня что-то изменилось. Держись, Дэйв, я еще не закончил. Пока что приходит такая мысль, то что при помощи каких-то сигналов связываются с теми людьми, которые пропали. Что? Дэйв В. Дэйв W. Кроссовок Stars.
Дэйв Ви — это Дэвид Уотерс. Кроссовка здесь не было. Итан, канал чист? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Я не хочу, чтобы это болталось по рации диспетчерской. Ты должен перестать так появляться, чувак. What? Роб, что? Что ты? Я снова прикрыл тебя сегодня. Сказал, что у тебя пищевое отравление. What the fuck is this? Чё за ты несешь такое? Да я пытаюсь, чтобы тебя не уволили. Слушание об опеке через неделю. Мии нужен ее грёбаный отец. Настоящий, трезвый отец. Ты обещал мне, чувак, ты обещал это ей. Already happened. Это уже произошло? Поговорим, когда вернешься. Снова не облажайся. Что? Опять аномалия? Тот же самый проклятый участок леса, и ничего. Каждую ночь. Что за черт? Ни за что. Что ты, черт возьми, делаешь здесь так поздно, Дженкинс? Да еще и с ребенком. О чем ты думаешь? Нет, нет, ты же знаешь, что пещеры запечатаны. Нет ни указателей, ничего. Что ты, черт возьми, делаешь, Люк? Искать Эллиота в пещере Скелл. Rob? Роб? Да. I just heard a voice. Я только что слышал голос. Это был Дэвид Уотерс. Что? He spoke to me like Он he was говорил still- со мной, будто все еще был там, будто это было вчера. I heard you. А потом я услышал тебя. Now, Но не тот ты, что сейчас. Это ты из прошлых лет. this place isn't just a Это место не просто с привидениями, оно раздроблено. Оно смешивает разные временные линии. Итан, don't expect you to believe я не that. жду, что ты в это поверишь. Нет, я верю I тебе. had another one of those. У меня было еще одно из этих искажений It времени. was Harvey. Это был Харви, он наблюдал за ними. Кто? Elliot and Luke. Эллиот и Люк. Они вошли в пещеры той ночью. Led Elliot through the cave. Он провел Эллиота через пещеры. Черт, а теперь Харви Elliot мертв. might still be И down there. Эллиот, возможно, все еще там. Я спускаюсь в пещеры. Итан, мы примерно в 30 минутах езды. I'm doing this alone. Я сделаю это один. Справедливо. I'm doing it. The Я это right сделаю. thing once. Хоть раз я поступлю правильно. Давай, чувак. Сложно. И как теперь добраться до пещер? Просто как добраться-то я разберусь, например, но там же все закрыто. Кстати, перехожу. Об этом месте я просто говорила уже. А вот это что-то новенькое. You got some kind of a- Здесь какое-то almost like почти an как древнее ancient надгробие. gravestone carved into it. И на ней вырезано Beneath под the горой mountain, спит свет. the light Над sleeps. водой он Above пробуждается. the water, it wakes. Какого черта? Ты думаешь, эта штука в небе здесь давно? Sure sounds like it. Ну, похоже на то. О, опять забор, а его можно резать? Или его обходить надо? Иду, короче, иду и нашла непонятно что. Тоже какое-то подобие смотровой площадки. А здесь везде сетка и какой-то мост. Я не понимаю, какие пещеры должен найти главный герой. Те, к которым мы уже подходили, или какие-то новые. Можно ли пройти вот здесь? Ну, у нас же есть этот болторез. А что-то я думала, то, что мы пройдем. Ну нет, действия нет. Так, короче, рассказываю ситуацию. Нам нужно пробраться в пещеру по заданию, которое нам дали. И когда я подошла к пещере, которая, кстати, здесь недалеко находится, там еще 2 фонаря висит, как бы приглашают нас к себе. И там есть замочек. Там явно нужно использовать какой-то ключ. Я начала думать, а где я могла не взять ключ?
Вернулась обратно на вот эту вот вышку, на которой мы чинили антенну. На вышке ничего не нашла. Я искала ключ даже в ботинке, ничего там не нашла. Смотрела еще раз там шкафчики. А в итоге нужно было подойти к телу. И когда мы осматривали, была функция не только осмотреть вот живот, не только осмотреть ногу, но и была функция повернуть руку. И взять неизвестный ключ. Представляешь? И я, знаешь, я просто такая ходила туда-сюда и не могла понять, что я упустила и где я это упустила. Оказывается, на теле было не 2, а 3 взаимодействия. Поэтому все. Сейчас я бегу в эту самую пещеру. Кстати, я иду неправильно. Так, все, я нахожусь около пещерки. И на этот раз у меня есть с собой ключ. Интересно. Ну, здесь нам должны все вконец объяснить. Я хочу сказать, что игрушка действительно очень похожа на Firewatch, но она в другой теме. Скажем, для любителей Firewatch, любителей каких-то ламповых сюжетных прохождений очень прям зайдет. Аномалия. Давай частоту искать. В 40-х годах шахтеров спускали по этой шахте. Видишь эти ржавые болты? Они все еще застряли в стене. Это безумие. Почему они просто не построили лестницу? Лестницы не ощущались бы так героически, наверное. Эй, Люк, подожди секунду. Давай же, пропустишь самое интересное. Впереди камера. Хорошо изолируй звук. Ты услышишь, как движется твоя кровь. Эллиот! Эллиот, это не смешно! Черт, куда ты делся? Куда ты? Люк, что ты здесь, черт возьми, делаешь? Эллиот исчез! Мы просто осматривались, а потом... Куда он делся? Он ушел глубже по этому проходу, кажется. О, черт возьми, держись за мной. Это, короче, вот этот вот скаут, пацан... Скаут, с которым он общается, и мужик, который помер. Подожди, там еще дверь какая-то. Я, конечно, понимаю, что нас направляют, куда надо идти, но я схожу вот сюда. Мне тупо интересно, что. А, там, ясно. Это просто какая-то декорация, там вход завален. Вход или проход? Я обожаю всякие пещеры. Я, наверное, 1000 раз это уже говорила. Это одновременно страшно и круто. Пошел куда-то сюда. Двигать. Ну-ка, а это, получается, шахта? То есть, судя по всему, скаут-то ни в чем не виноват. Он сказал, что просто пацан взял и исчез. А если он исчез, то кто его забрал? Куда идет провод? Выключить страшный звук. Свет горит, да? Void. Void — это пустота. Тянуть. Это намек на то, что мы спускаемся в пустоту и знак Уробороса в виде бесконечности. Ой. Да нет, тут не так пусто, как вы говорите. Здесь даже что-то есть. Какие-то дебри. Еще одна статуя. Не пойму, женщина вроде.
читать. Она ходит меж светом и тенью. Обещано возвращение. Я подтверждаю, написано кровью. Четвертак. О, так можно денег себе налутать? Зачем? Газировки пить? Как бы она парит. Обожаю такие фигурки, когда кто-то как бы в воздухе. Вообще прикольно. Опять змея. Ну, разрабы замудрили, задетективили такую историю. Прямо мне нравится, вот когда ты ничего не понимаешь вообще, потом понимаешь чуть-чуть. Но здесь, похоже, до самого конца ничего не понятно. Что это? Какой-то храм? What the hell is this? Что это, черт возьми? Это выглядит отстойно? Почему отстойно? Аномалия. Во, минус уши. Змей пожирает сам себя не от голода, а от знания. Друзья, мы десятилетиями настраивались на частоты, которые простираются за пределы одной лишь плоти. Мы думали, что символ Уробороса — это просто повторение, но это резонанс. Именно с помощью резонанса мы можем говорить сквозь время. Эти катушки по одной на каждую опору. Они должны совместиться с осью резонатора, и тогда сигнал стабилизируется. Этот сосуд — это не жертва, это не смерть, это трансформация. Ты обладаешь великой силой, мой друг. Когда все сойдется, мы откроем путь. Время заговорит. Видите ли, у всего есть естественная частота. Даже у самого времени. Резонатор понесет наш сигнал не через воздух, не через пространство, но через мембрану между сейчас и тем, что было. А теперь, друзья, доставайте свои устройства, давайте послушаем. Я тоже как псих буду слушать? Я чувствую это, друзья. Мы устанавливаем контакт. Вот оно. Ты слышишь это? Кажется, нам пипец. Или нет? Но, как бы, я не слишком понимаю их замысел. Взять синяя катушка. Катушка по катушка. Здесь зеленая. Здесь красная. Right. That's one of the three. Так, это одна из трех. Типа, что в итоге у каждого культа так или иначе есть цель. Какая цель у культа того, который хочет соединить время? Типа, что в итоге, какие преимущества они от этого получат? Понимаешь, о чем я? Что там было? Извлечь катушку. Еще 2 катушки надо где-то найти. А потом можно будет повторить то, что эти фанатики делали. А интересно, и как вы хотите, чтобы я их нашла? Они могут где-то в закутке лежать? Какой-то череп? Дверь. Зеленая катушка. А здесь? Могли бы красную положить. Короче, склеп какой-то. Осмотреть. Виктор, Тед и Харри. Какие-то члены чего-то. 1956. Виктор, Тед и Харри. Подожди, мы знаем такие имена? Виктор, Тед и Харри. Мы должны быть слишком умными, да, чтобы это...
как-то соотнести предложение, рисунок, федеральный отчет, брошюра парка, открытка. А, это все, что у нас есть? Я думала, у нас хранятся все документы. Ну, которые мы собираем во время игры. Вижу аномалию вот там. Нам точно на лестницу. Но в игре не хватает обучения тому, что нужно использовать рацию в непредвиденный момент. То есть, с одной стороны, может быть, кому-то это будет очевидно, но не мне. Я обычно забываю о каких-то функциях игры, но это я так забываю. Другие, наверное, нет. Вот это померший мужик. Харви, клянусь, он был здесь только что. Эллиот! Черт возьми, Дженкинс, зачем ты его сюда привел? Слушай, а разве это преступление хотеть подбодрить ребенка? Как я мог знать, что он просто уйдет? Что-то не так с пещерами здесь внизу. Да, этот подъемник не выглядел так, будто его оставили здесь шахтеры. Как это вообще сюда попало? Эй, Харв, ты со мной? Клянусь я, что это было? Ты что-то слышал? Нет, я думал, что я видел. Неважно. О, это нехорошо. Что это, черт возьми, за место? Что за? Это свет. Слушай, нам нужно вернуться и вызвать полицию. Это как-то связано. Харви, идем. Помнишь ночь, когда Дэвид и остальные пропали? Дэвид, ты все еще? Некоторые из посетителей помнят, как видели странные огни вдалеке. Слушай, что бы это ни было, мы кого-то позовем. Странно, я чувствую себя так, будто я прямо рядом с ним. Как будто я... А, этот с пусиком отлетел. Я видел его. Что, черт возьми, только что произошло? Люк. Свет, это круг. Свет, это круг. Так вот, что случилось с Харви. Но что насчет Люка? Почему он ничего не сказал? Что-то вижу? А, та же самая фотка. Свет — это круг. А катушка будет? Катушка взять. И типа мы можем идти обратно. Знаешь что, мне надо было, когда начали прохождение, имена ключевых персонажей записывать на бумажку. Я достаточно долго запоминаю их имена. Опять аномалия? Слушайте внимательно, друзья мои. Некоторые из вас до сих пор не понимают, почему мы выбрали это место. Эта скала под нами — твердый гранит, богатый кварцем. А кварц, он усиливает энергию. Это как природная антенна. Эти озера вокруг нас, они несут вибрации, как камертон. И магнитное поле Земли. Здесь оно просто другое. Это своего рода аномалия. Это делает это место нестабильным. Да, но мощным. И поэтому мы здесь. Хотя эта пещера носит имя бога Скелла, мы не будем молиться богам. Мы настроимся на нечто большее. На само время. Что-то говорит, это... резонатор Уробороса создан именно для этого. Он примитивен. О да, друзья мои, немного, но это работает. Это работало. Все, что нам нужно, это правильный сигнал. Но также и сосуд достаточно сильный, чтобы что-то там. Время не линия, друзья мои. Получается, челик, пацанчик — это сосуд? Может, им нужен пацанчик, потому что он, ну, скажем... он помоложе, у него нет пузика, у него нет каких-то болезней. Может быть, так? Я пошла обратным путем и вернулась в храм. О, здесь пацаны уже ждут. Они ждут, пока я катушки поставлю. Красная катушка и зеленая катушка. Теперь я их предводитель, да?
Что, Эллиот? Эллиот, эй, ты со мной? Эллиот, что они делают с тобой? Ну, ясно, понятно, устанавливают коннект. Ой-ё! Ну это босс-файт? Ага, напугала. Сюда иди, сюда иди. Надо узнать, что это за челик рогатый. Что он из себя представляет такое? Нашла? Отпусти, пожалуйста, я устал. Чего? That's it. One pylon Вот down. оно, одна опора упала. А-а-а. Вот он вылазит, рогатый. Ага, подходи, подходи. Провал. О! Прямо сзади меня. Больно. Шум. Больно. Блин, главное не попасться. I'm not running. I'm not. Get out of the facade. Tell me if you need it. Нифига меня глюкнуло. What the hell was that? Какого черта это было? Это я? Я же... Типа он переместился к машине, когда он подъехал в парк. Скажи брату. Ну, просто не успела увернуться. Что, Эллиот? Что, черт возьми, они с тобой делают? Отпусти, пожалуйста, я устал. Tell me what's going on. Then do you copy? That's it. One pylon's down. Вот оно, одна опора упала. Больно, шум, больно. Вот это глюк. I'm not. Get out of the facade. Говорит, я не убегаю. What the hell was that? Какого черта было? Это был я, и я же...
чё он не помирает-то? Прямо на его место спауна иду. Он очень быстро передвигается. Скажи брату. Это будто бы какой-то портал между теми, кто пропал или даже умер, и теми, кто живет сейчас. Они для этого, эти культисты, эти технологии изобретают или что? Спасибо. Ой, меня глючит. So, do you see it? It looks like a regular Ranger car. Tell me when you found it. I got it. Now let's get Elliot. Я понял. Теперь надо достать Элиота. Забрать как бы Элиота. Все, можно убегать? И куда мне его деть? Вот туда, что ли? То есть мы поборолись с рогатым монстром с помощью радиочастот и слетели какие-то катушки с этого устройства. И таким образом мы смогли Элиота вытащить. Rob, you here? Роб, ты здесь? Я нашел Элиота, он жив, просто он без сознания. I'm out of the caves. Я выбрался из пещер, я только что уложил Элиота у дерева здесь. Итан, слава богу, мы здесь. Coming in, where are you? Люди подходят, где ты? Мы на парковке. О, черт. Мне просто нужно перевести дух. I think I see the kid. Да, кажется, я вижу мальчишку. To help him. Они спешат ему помочь. Where are you, Ethan? Где ты, Итан? I'm right here. Я прямо здесь. What do you mean here? Elliot's Что here. значит здесь? Элиот здесь, а ты где? Подожди, что ты имеешь в виду? What do you mean? We're standing at the parking Мы lot сейчас right стоим now. на парковке. Что? Игра Кристофа Кнесла. Собственно, создана и сюжет написан Кристофом Кнеслом. Ну что, друзья, пора подвести итог игрушки Radio Light. Во-первых, я хочу сказать, что игра мне понравилась. И, как я уже говорила, она действительно похожа на Firewatch и рисовкой, и подачей сюжета. Очень много разговоров по рациям и много хождений, которые мне пришлось вырезать, потому что иногда очень сильно тупишь и не понимаешь, куда идти. Это отнимает достаточно много времени. Ну, то есть, я лично проходила игрушку дольше, чем я планировала. По сюжету у меня есть такие мысли. Во-первых, в конце мы видим то, что у нас Элиот застрял в какой-то другой временной линии. Короче, у нас есть культ, вокруг которого все вертится. Все вот эти исчезновения в разные года, свидетельства которых мы находим на всяких записках и брошюрах в парке, эти все исчезновения, собственно, происходят, получается, для работы этого культа. То есть культу нужно не только настроить свою чистоту, но им и нужен сосуд. То есть они брали 18, 17, 16-летних детей для своих экспериментов, скорее всего, из-за их какой-то большей физической выносливости. Ну, как я уже и говорила, по-моему, я это упоминала, что тело более крепкое и как бы еще не болевшее, скажем. Получается, что этот культ ведет свою деятельность, что ли, не один десяток лет? Кажется, что так. И раз в какое-то время они похищают человека для того, чтобы попробовать еще раз провести свой вот этот вот эксперимент, непонятно ради каких целей. То есть у культов всегда есть какая-то цель. Какая цель конкретно здесь, непонятно. Ну, скорее всего, управление временем, использование это в своих целях или как-то так. Получается, что наш главный герой буквально пожертвовал собой ради спасения мальчика. У нас был разговор по рации с нашим напарником, который четко дал понять, что мы говорим о разных временных линиях. Когда напарник нам начал говорить по поводу вот этого вот, по поводу развода
и всех вот этих вот юридических моментов. Он рассказал то, что наш главный герой забухал и все такое. Он говорит, что ты такое говоришь, это когда было-то, это было уже давненько, а ты мне сейчас про это говоришь. То есть тогда уже было сомнение, в каком времени мы находимся, в каком времени находится наш чувачок, с которым мы по рации разговариваем. Получается, что наш главный герой застрял непонятно где и как бы совершил вот такую вот жертву. Если подумать, может быть, тот чел, который помер, и у которого мы взяли усилитель сигнала, и у которого мы взяли ключ от пещеры. Что-то слишком подозрительно получается. Может быть, этот чел, я не помню, как его зовут, может быть, он как-то связан с этим культом и тоже является культистом. Я не знаю, можно ли это объяснить так, как я думаю, но когда я проходила игру, я почему-то думала о том, что замысел всего этого какой-то более позитивный, и он состоит в том, чтобы общаться с теми, кто пропал или умер, с помощью настройки каких-то частот. Но похоже, что все оказалось не так. В любом случае, сюжет интересный и заставляет подумать и как-то соотнести факты, которые мы слышали в течение игры. Вы можете в любой момент поставить на паузу, перейти к другому какому-то моменту игры для того, чтобы соотнести даты и какие-то факты. Мне нравятся игры, в которые нужно потом сидеть и обдумывать. Я считаю то, что для соло-разработчика, насколько я понимаю, это соло-разработчик, потому что он пишет, что история написана им, и, наверное, сделана игра тоже им. Очень даже неплохо. Я теперь понимаю, почему очень положительные отзывы в Steam. Отлично, и таких игр бы побольше и с разными сюжетами. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по сюжету этой игры, и наверняка вы заметили что-то, что я могла упустить. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, и не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.